Жила-была... Нет, живет в Санкт-Петербурге одна художница. Делает из глины фигурки и дает им жизнь. Но эта история про то, как человек приобретает крылья. Жила-была маленькая девочка. Обычная девочка, но не в обычной семье. Ее мама была волшебница. Мама очень любила свою дочку и рассказывала ей волшебные сказки. Сказки эти она могла воплотить в видимых образах. Их можно было рассматривать не только снаружи, но и изнутри. Это были запечатленные моменты их совместного счастья. Счастья мамы и дочки. Время на часах идет, а сказка, закрепленная в глине, запеченная в печи, остается навечно. Образы детства в виде ангелов. А так, наверное, называла мама свою дочь. Навечно останутся в этой семье. Даже когда сама мама стала ангелом. Девочка выросла и захотела понять, а как же можно летать? Как можно преодолеть притяжение Земли и подняться ввысь? Ну, хотя бы на крышу. Как получить крылья? И тогда она обратилась к птицам. Птицы имеют крылья, везде летают. Но ценят ли они это? Обычно не ценишь то, что имеешь. Только человек с фантазией и желанием творить неведомое способен на действие. И вот пошла девочка в далекую страну в поисках ответа на вопрос: как человеку получить крылья? На пути ей встретилось много интересных и странных людей. Так всегда бывает, когда выходишь из дома. У каждого встречного были свои заботы. Кто-то был занят повседневным трудом, а кто-то проводил время праздно. Кто-то был одинок, а у кого-то было много друзей. Девочка плохо понимала, о чем говорят эти люди, но пыталась понять, что они чувствуют. И чувства ее не подвели. Она полностью отдалась чувствам. А тогда услышала чудесную музыку и пошла к ней. На зеленой траве 3 босоногих артиста наполняли пространство волшебными звуками. Музыка летала вокруг, кружилась как бабочка. Ага, догадалась девочка. Это творчество дает человеку крылья. Но следующие встречные объяснили ей, что для того, чтобы получить крылья, нужно много учиться и работать. Учителя рассказали девочке историю про то, как 2 птицы решили стать людьми. Но приобретя человеческий облик, каждая так полюбила только себя, высокомерно любуясь сами собой, не видя никого вокруг, без любви к окружающим. Это были крылатые люди, не способные подняться в небо.
Размышляя об этом и многом другом, девочка очутилась в далекой восточной стране. Перед ее взором предстала новая загадка. Но сердце подсказало ей ответ. Чтобы получить крыло, нужно взять понемногу того, что веками хранится в волшебных сосудах, и из чего учитель приготовит тебе волшебный напиток. Чтобы получить второе крыло, нужно самой добыть и отведать то, что находится в этом сосуде. Когда оба крыла будут у тебя, нужно смешать содержимое 4 стихий, постигнуть секрет смысла или смысл секрета, и тогда ты сможешь плавать, как рыба, в пространстве и времени. Смешай желание, любовь и упорство с работой, и получишь желаемое. Любовь, упорство с работой. И вот волшебное снадобье было готово. 3 старца наполнили им заветную ванну, усадили в нее нашу странницу и вручили ей в руки сосуд. Глоток за глотком перенес ее в детство, где когда-то мама купала ее, дарила свою любовь и рассказывала волшебные сказки. Когда мама стала ангелом, она никуда не делась. Мама как будто живет со своей девочкой в родном городе. Просто растворилась в нем. Просто растворилась в нем. А птицы остаются птицами. Птицы летают, поют, кричат. Есть у них крылья, но нет души. Поняла это наша путешественница, что придется еще очень много да усердно работать, ловить чувства в людях, мешать глину с водой, чувства превращать в образы, высушивать их на воздухе и придавать огню. Только работая, вспоминая свое детство, свою семью, девочка поняла, что на родителях выросла ее мечта достигнуть высот и получить крылья. А пока девочка искала крылья, путешествуя по миру, то незаметно для себя она их и получила.